На каждом факультете есть особенные аудитории. Я думаю, со мной согласится каждый, кто учился на мехмате, что для нас это наша 433. В ней начинается жизнь каждого студента мехмата. Здесь он проходит собеседование с деканом. И здесь каждый студент мехмата, который проучился полный курс, получает дипломы. А сегодня в этой аудитории мы проводим конференцию. Может быть, кто-нибудь скажет, почему он хочет заниматься математикой? Наука, которая развивает абстрактное мышление, оно может пригодиться в жизни, в разных ситуациях. Я такой человек, что очень люблю порядок, всегда все структурировать, как-то систематизировать. Вот математика как раз про это. В корпусе университета, и там была большая физическая аудитория амфитеатром, в которой проходили лекции для всех 200 студентов. Много было специалистов и приглашенных, и выращенных в нашем университете, которые позволили вот это сделать расширение, и причем очень своевременно. В 1958 году Астрономический совет Академии наук СССР и Министерство высшего образования СССР заключили договор с БГУ об участии в наблюдениях искусственных спутников. Поколение выпускников, которые учились до нас, и о которых я знаю от своих коллег, от своей мамы, о том, что очень многие из них после выпуска шли в сферу чистой математики, работали в Академии наук, работали в НИИ, работали в вузах. Подавляющее большинство выпускников, наверное, более 90%, пошло работать инженерами-программистами. Писали диссертации. Раньше действительно можно было идти по факультету и услышишь такие слова: «Ах ты дурак, ты не можешь разобраться в этой теореме», там, и так далее, и так далее. Там. То есть это не оскорбление было, а вот такое вот. Были времена, я помню, когда на механику, там, где я работаю, мы набирали 50 человек, к третьему курсу оставалось 20. Изначально надо понимать, что просто одного хотения мало, надо еще иметь какие-то способности. Поэтому у нас и ребята интересные, креативные, неординарные, с ними, знаете, очень приятно общаться и на лекциях, и на практике. Учили нас. Когда у нас проводились дни мехмата, обязательно был один день театральная гостиная, когда приезжали студенты механико-математических факультетов из МГУ, из Ленинградского государственного университета, из Красноярского университета, из Казани. Это было невероятно интересно. Этим жили, этим горели. Это наполняло жизнь какими-то совершенно новыми красками. Вторая интересная сторона была, это, конечно, стройотряды, которые были летом. Истоков каких-то великих дел в движении. То есть если студенческие строительные отряды, то наш факультет всегда был в первых рядах. Я и сама прошла 17 студенческих отрядов. Мы находимся в офисе компании Artox. Artox – это IT-компания, резидент парка высоких технологий. Уже больше 10 лет мы занимаемся созданием и развитием собственных интернет-проектов. Самые известные из них в Беларуси – это порталы RelaxBuy, 103Buy и DomBuy. Сейчас прям хайп на IT, и мехмат здесь в тренде, и мне кажется, из всего, что можно в Беларуси рассматривать в сфере обучения в области IT, мехмат здесь выделяется, потому что он дает более фундаментальные знания, и после мехмата можно работать в очень много каких сферах. Были поползновения изменить название, сделать по-современному, даже в духе времени что-то с IT-технологиями. Но вы знаете, у меня очень много и коллег, и выпускников, уже студентов, которые разъехались по всему миру. Когда они говорят, что мы закончили мехмат, это уже сразу поднимает их рейтинг в глазах работодателя. Дальше они уже спрашивают, а какой университет? И мехмат БГУ, естественно, входит и по праву входит в элиту таких значимых факультетов естественно-научных.
Мехмате очень сильно не любят лентяев. Это не обязательно значит, что нужно зубрить или что-то вот заучивать. На Мехмате преподаватели скорее требуют понимания. Студенты Мехмата тоже достаточно дружелюбные. В принципе, не зря говорят, что Мехмат – это большая семья. Предметы здесь сложные, но при этом учиться интересно, и все это благодаря нашим преподавателям. На самом деле у нас уникальный преподавательский состав. Большинство наших преподавателей, они закончили наш Мехмат. У многих вся жизнь связана с Мехматом. И среди заведующих кафедрами есть выпускники и Московского университета, и Санкт-Петербургского университета, и люди, которые сотрудничают со многими зарубежными вузами. Сейчас у нас на позиции работает 5 академиков. Не каждый институт может похвастаться Академией наук. Я нашел здесь свою семью, свою судьбу. И университет, факультет – это вот, в принципе, это огромная, интересная, насыщенная жизнь. И как все выпускники факультета, где бы они потом ни были, кем бы они ни работали, все равно с такой радостью большой, ностальгией вспоминают свои студенческие годы. Кадров, то это получится очень внушительная цифра. По крайней мере, не меньше 15 тысяч выпускников. Есть такой польский математик Штейнгаус, он доказал теорему о том, что математики, работая в различных сферах деятельности, всегда все делают лучше, чем люди любых других профессий. Почему? Потому что у них формируется рациональное мышление. Есть задача, ты ее решаешь, ты не видишь выхода. Мы набрали хороший разгон, мы, с моей точки зрения, динамично движемся, но впереди у нас много новых вещей, потому что сейчас математика и механика, они проникают в те сферы общества, в те сферы науки, которые раньше трудно было представить, там, наличие математики и механики. В стране ректоров БГУ, 4 проректоров университета, поэтому Мехмат работал и на университет, и на нашу страну, на систему образования. Я очень рад, что Мехмат сейчас в мегатренде. Я очень рад, что конкурс на Мехмат растет, и что на Мехмате учатся лучшие люди в нашей стране.